Я буду печь классический вариант торта Наполеон с большим количеством тонких коржиков. Это долго, довольно утомительно, но вкус стоит того. В просеянную муку натираем охлажденный или даже замороженный маргарин. Аккуратно перемешиваем его вот так ножиком до крупной крошки. В отдельной емкости перемешаем яйцо, добавляем воду, тоже размешаем, и немного уксуса. Делаем в муке ямку и понемногу вливаем разведенное яйцо, перемешиваем. Это можно делать вилкой или руками. Добавляем всю жидкость, замешиваем такое крутое тесто. Разделяем его на небольшие кусочки. У меня получилось 11, примерно 10-12 должно быть. Отправляем их в холодильник. Теперь займемся заварным кремом. Взбиваем яйца, добавляем сахар, продолжаем взбивать. Нам нужна не пена, а вот такая вот однородная масса. Добавляем сюда молоко, еще немного перемешиваем на маленьких оборотах, и муку. Ее взбивать не стоит, лучше вот так перемешать вилкой. Готово. Теперь на водяной бане варим до загустения крема. Вот такой крем должен получиться. Добавляем размягченное масло и взбиваем еще. Так. Крем отправляем на холод. Достаем тесто по одному коржику. Остальное остается пока в холодильнике. Один коржик достали и раскатываем их тоненько сразу на пергаменте, на котором будем выпекать. Когда раскатано, с помощью тарелки или крышки обрезаем круг и также с обрезками сразу на этом же пергаменте выпекать будем. Обязательно тесто нужно наколоть вилкой в нескольких местах, тогда оно не вздуется, коржик будет ровным. Вместе с обрезками запекаем. Теперь обрезки складываем отдельно. Коржик получается вот такой тонкий и твердый. Коржики можно складывать в стопку. Все коржики готовы. Промазываем их кремом. Крема не жалеем. Мажем щедро. Этого количества крема хватает на торт и немного остается. Итак, каждый коржик. Готово. Теперь измельчаем толкушкой или руками обрезки. Обмазываем торт сверху и с боков. Когда полностью хорошо намазан, посыпаем крошкой вверх и бока. Вот так торт выглядит в готовом виде. А так в разрезе. 11 тонких слоев и заварной крем. Очень вкусно.